Для того, чтобы осветить этот вопрос, нужно чуть-чуть разобраться в понятиях, что такое грех, а что такое добро. Это очень важно. Очень многие неверно представляют себе грех. Грех рассматривают как нарушение какого-то закона, спущенного с неба Богом, и что мы должны исполнять, иначе Бог наш, если мы не исполним, то Он нас накажет. Будем исполнять, ну, наградит. Глубокая ошибка. Совсем не то. Существуют духовные законы. Кассиан Римлянин об этом прямо пишет, что все, что мы совершаем, добро или зло, в конечном счете возмездием за это служат не деяния специальные, какие-то деяния Бога, но все совершается по тем духовным законам, по которым живет наш мир. По духовным законам. Это очень, очень важно. Потому что многие думают, что сам Бог каждый раз творит то или другое или третье. Нет. Оказывается, все происходит по духовным законам. Таким образом, грехом что является? Грехом является, оказывается, нарушение вот этих духовных законов. И как нарушение физических законов приводит к чему? К катастрофам. Нельзя прыгать с 5-го этажа, нельзя относиться вот к природе так, как мы относимся на пути развития нашего научно-технического прогресса. Мы смотрим, что сейчас происходит с природой, какой наступил сильный экологический кризис. Почему? Мы нарушаем, прямо нарушаем законы природы. Возьмите, что выбрасываем только в атмосферу. На этих фабриках, завод и прочие машины и так далее. Вот. Итак, грех – это есть нарушение духовных законов. А нарушение духовного закона, мы знаем, что такое. Прыгнул с 5-го этажа, ну и поломал. А то и вообще насмерть разбился. Или поломал руки и ноги. То же самое и в духовной сфере. Ты осуждаешь другого человека, ты нарушаешь духовный закон. Основной закон – любви. Ты мыслишь себя выше этого человека. Ты гордишься тем, что ты так бы это не сделал, как он. Нарушая эти законы, ты терзаешь целостность своей души, то есть вредишь ей. И поэтому неминуемо тебе последует то, что мы называем наказанием. Но как, можно сказать, вот это экологический кризис – это наказание? Ну, в переносном смысле – да. Но это естественный процесс, только и всего. Пьяница получает, зарабатывает цирроз печени. Это что, Бог наказал? Ну, нет, конечно. Ты издеваешься над своей природой. Нельзя так делать. Так вот, итак, грехом является это нарушение природы человека, как его тела, так и его души. Добро – это жизнь в соответствии с этими законами. Правильная просто жизнь. Эта правильная жизнь приносит человеку как в физическом плане здоровье, так и в духовном плане. Приносит ему здоровье, которое заключается в чем? В мире души, в радости, если хотите, в счастье даже. Посмотрите, как страдают люди, совершившие какие-нибудь преступления, как терзаются своей совестью. И напротив, сколько случаев описано, когда человек, искренне раскаявшийся даже в своих преступлениях, какое освобождение он получал, исцеление души, какая это радость, какое это счастье. Вот, оказывается, что такое, что значит выгодно творить добро. Это равносильно сказать тому, выгодно ли тебе быть здоровым или нет. Что значит выгодно быть здоровым? Это естественно. Это счастье, это очень хорошо. Вот что такое творить добро. Вот, оказывается, в чем заключается добро. А напротив, это себя калечить.